Всем привет! Специфика путешествия в Африке. Зачем готовить в баллонах? Видите, эти два баллона мне дали. Они пустые, заправить их нельзя. Поэтому, так как заправить нельзя, покупайте третий баллон. Но до третьего баллона нужно купить специальную комфорку, потому что эти подходят по размеру, но не работают. Но в третьем баллоне говногаз, и поэтому при небольшом ветре он просто потухает и ничего нельзя готовить. В результате сегодня утром я голодный, будет у меня папайя. И у меня еще есть дрова. Я ж с запасом. В машине два аккумулятора, видите, два аккумулятора. Для того, чтобы работал холодильник, чтобы можно было с собой возить на такие случаи немножко еды. Но вот такой большой холодильник там. Но он, падла, не работает, потому что он просто поломался. Да, у меня зато есть два топливных бака. Ничего. Проблемка в том, что с топливными баками их чистили буквально 2000 километров назад. Поменяли, почистили, потом до них следующие дочистили, потом следующие до них исправили, потому что бак протекал, исправили. Короче, бак пришлось в 3 этапа чистить. И до этого еще 2 раза менял фильтр. И сегодня опять забился фильтр. Вот назад, так вот, топливный фильтр дизельный. Сейчас его надо будет чистить. Поэтому я заночевал вот тут вот в днях. Вот, видите, дорога. Машины тут не ездят. Ну и, конечно же, это тоже, чтобы добраться, нужно использовать две карты, потому что на одной карте одни дороги, на другой карте другие дороги. Это вот такая вот специфика путешествия в Африке. Ну и разумеется, да, когда вы едете, у вас должно быть 100% запаса еды, обязательно вот зарядка. А есть еще другая зарядка. Такая вот. Но, как вы знаете, она включается сюда, но она тоже не работает. Ну, что она не работает, потому что этот, как его называют, предохранитель, который уже менял раз 5. В результате, хоть у меня там 50 устройств, которые нужно заряжать, все равно могу заряжать только одно устройство, потому что это Африка. Вот. И даже заправляя дизель на таких бензоколонках, как Shell, которая кажется, ну просто бомба, да? Топливный фильтр вышел через пару тысяч километров. Что вот, иду готовить себе завтрак без огня. Или, точнее сказать, без газового огня, потому что я же запасительный, у меня дрова, он валяется, видите. А дрова, кстати, в Африке тоже во многих странах не купишь, не достанешь. Нельзя рубить деревья, нельзя даже собирать дрова. Их можно только купить в правильных местах. Если же они работают, в нужное тебе время, как вы уже поняли. Ладно, это так вот, небольшая ремаркочка о удобствах. Зато видите, пока записывал видео, ни одной машины нет, хотя уже хорошее утро.